Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, и в этом видео самая мощная техника для торговли на ложных пробоях. Я вам покажу, как мы используем этот сигнал для открытия и закрытия сделок и определения точек либо кульминации тренда, либо более глубокой коррекции. Все правила, о которых я сейчас буду говорить, они относятся к торговле не только против тренда, но и по тренду на коррекциях и в условиях консолидации. Не столь важно, это общая формула, которую вы можете применять на любых таймфреймах, на любых рынках, в любое время. Итак, первое, что нам нужно на графике, это ключевые уровни. Почему? Потому что нас интересует именно ложные пробои вокруг этих ключевых уровней. Что мы подразумеваем под ключевым уровнем поддержки и сопротивления? Это уровни, которые значительно старше того таймфрейма, на котором мы смотрим ложный пробой или на котором мы торгуем. К примеру, сейчас у меня открыт график индекса DAX, 4-часовой таймфрейм. Уровни прорисованы с дневного графика. Если я наведу мышкой, сейчас вот, например, вот сюда давайте, мы увидим дневная поддержка, daily. То есть у меня только дневные уровни. Теперь как торговать ложный пробой? Мы его можем торговать по тренду или против тренда, не столь принципиально. Запишем конкретный пошаговый алгоритм ваших действий для прибыльной торговли по ложному пробою. Это мой любимый метод обучения, когда все то, что мы делаем структурно, все то, что мы делаем системно и последовательно. Поэтому, если для вас это видео будет полезным и интересным, не забудьте поставить лайк. Если вы впервые на канале, подписывайтесь. Ну а если оно вам так сильно понравилось, то обязательно поделитесь со своим другом, знакомым по трейдингу, по финансовым рынкам, чтобы больше трейдеров, больше людей использовали этот действительно очень-очень сильный сигнал. Первое условие — это пробой уровня на старшем таймфрейме. Второе условие — это откат к уровню. И вот здесь самый важный момент, за которым я очень внимательно слежу. Давайте немножко отложим писанину, и сейчас я вам покажу то, что имею в виду. Я покажу вам на тех примерах, которые, конечно, уже состоялись. Я постарался выбрать, естественно, самые прибыльные примеры. Но для тех, кто скептично настроен, или для тех, кто думает, вот, специально выбрал график, да, конечно, специально, то вы можете смело подключиться к моей живой торговле в прямом эфире. Я уже в течение, в этом году будет 6 лет, как торгую в режиме реального времени. Мы там ищем точки входа и сталкиваемся с этими ситуациями на регулярной основе еще до того, как то или иное действие рынка, то или иное поведение рынка состоялось. Смотрите, мы пробили ключевой уровень, возьмем вот этот пример. То есть рынок бычий, это контртрендово. Мы пробили ключевой уровень. И затем, посмотрите, рынок скорректировался. Мы можем взять вот этот минимум в качестве коррекции, вот этот не столь важно. То есть произошел пробой, коррекция. Пробой, коррекция. В данной ситуации откат к уровню. Пробили, вернулись. Посмотрите, затем мы ушли чуть повыше, но это нас не так сильно интересует. Нас интересует обновление предыдущего минимума и уход цены ниже этого уровня. То есть одновременно уход ниже этого уровня и обновление предыдущего минимума. Либо этого, если вы возьмете, потому что здесь, да, если мы перейдем на меньший таймфрейм, тоже можно увидеть коррекцию. Не столь важно. И как только это произошло, мы нажимаем кнопку Sell, то есть мы продаем на ложном пробое. То же самое, очень похожий пример у нас внизу. Мы упали, пробили сразу несколько уровней здесь, посмотрите, это уже в направлении, да, тренда. Затем мы отбились, скорректировались вот здесь. Да, мы можем взять вот эту коррекцию, видите, вот здесь незначительно. Да, рынок тоже топтался вот здесь. Но мы возьмем более четкие очертания. Выскочили, обратно пробили уровень. Да, и вот здесь у нас появился сигнал на buy. Стоп-лоссы, вот здесь тоже очень важный момент, могут быть не обязательно за вот этими экстримами. Они могут быть вот за этими экстремами. Почему? Потому что если рынок обратно пробьет, то чаще всего цена будет стремиться дальше наверх. То же самое здесь. Мы видим здесь минимум и вот здесь. Этот минимум очень хорошо подходит для стоп-лосса. Мы используем еще несколько критериев, но этих критериев уже может быть достаточно для атаки. Для этого вам только необходимо правильно определить ключевой уровень, иметь четкий постоянный алгоритм определения уровней поддержки и сопротивления. И если брать дополнительные критерии, то мы используем такой сигнал, как ротация бара, то есть изменение цвета свеч, когда цена пробивает обратно и пробивает предыдущий минимум или максимум. Вот здесь, обратите внимание, мы
поменяли цвет на черный вместе с пробоем уровня обратно. Здесь мы пробили обратно, но цвет еще черный, то есть покупать нельзя. И затем мы видим, да, ротацию изменения цвета бара, и это квалифицированный сигнал на бай. И таких ситуаций у нас очень много. Посмотрите здесь, мы пробили, вернулись, но обратно уровень не пробили. Да, ни ротации, ни изменения цвета бара, ничего у нас здесь не произошло. Да, не произошло и пробоя предыдущего минимума. Вот здесь мы ушли вверх, протестировали, видите как? Затем пробили минимум и дошли до первой зоны. Что касается тейк-профитов, тейк-профиты могут устанавливаться у ближайших тех же самых дневных уровней. Если мы здесь продаем, то тейк-профиты здесь. Если мы здесь покупаем, тейк-профиты здесь. Итак, давайте теперь подрезюмируем. Первое, самое главное, что вам эффективно торговать ложные пробои, определить ключевой уровень на старшем графике. Второе, дождаться пробоя этого уровня, а затем обратного движения, формирования минимума или максимума. В данной ситуации вот здесь мы видим, мы пробили, видите? Затем цена вернулась, но больше этот минимум мы не пробивали. То есть, если бы случилось так, что цена дошла, а затем пробила минимум, то sell. То есть, здесь мы видим просто коррекция. Да, вот цена пробила, просто скорректировалась и просто пошла. Нас интересует, пробили, вернулись, снова попытались уйти, либо чуть выше, и затем обратно пробили предыдущий лоу. То есть, еще раз подчеркну, фишка в том, что мы пробиваем сначала дневной уровень, или там, я не знаю, 4-часовой, часовой, 15-минутный, ну, смотря какой таймфрейм вы используете. Затем цена возвращается обратно, ниже, или там выше уровня, в данной ситуации ниже уровня, пробивает предыдущий минимум или максимум, в данной ситуации в качестве примера минимум, и затем вход на sell. Конечно, мы смотрим еще на один параметр, помимо цвета свеч, помимо стрелочных сигналов на продажу, мы смотрим еще на один очень важный параметр, это соотношение риска к прибыли. Если мы видим, допустим, здесь sell и здесь take, а здесь стоп и соотношение 1:1, то, естественно, смысла нет никакого входить. То есть должен быть потенциал, и достаточно большой потенциал, чтобы открывать позицию. Понятно, что ложные пробои по тренду могут выглядеть более интересно, и потенциал может открываться большой. Да, абсолютно. Но все зависит от ситуации рыночной, от того, относительно каких зон находится цена, ну и от вашего стиля торговли. Вы предпочитаете торговать больше по тренду или против тренда. Прямо под этим видео вы можете написать в комментариях, какой стиль у вас торговли. Вы предпочитаете торговать ложные пробои по тренду, против тренда, во флете, или вовсе не торгуете ложные пробои. Больше информации по ложным пробоям вот здесь. Мы прикрепили подсказки к тому, как еще я торгую ложные пробои уже по своей системе. И встретимся в следующих видео. Пока-пока.